Топ-5 сертифицированных ТВ-боксов, полностью сертифицированных от Google, Netflix, с Chromecast и со всеми фишками Android и Google TV. Почему Android и Google TV миксованы? Да потому что с этого года сертифицируется только Google TV и хорошие устройства уже на нем появляются. Конечно же, на зиму 2023-2024 года. И все это на канале Технозон. Поехали! Мы на главной странице нашего канала, и тут кроме того, что есть ссылочка на Технозон.ua Украина, тут есть еще ссылочка на мой Twitch и, конечно же, на наши телеграм-каналы и телеграм-чаты. Короче, ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик и, конечно же, обзоры на все эти ТВ-стики, ТВ-боксы, которые я вам сейчас презентую, будут лежать в описании под видео, как и ссылки на проверенных продавцов. Многие из вас скажут, что Bubble, а нафига нам этот топ, если существует Nvidia Shield TV Pro? И вы будете правы, однако Nvidia Shield TV Pro уже все недоступен для продажи как на фирменном сайте Nvidia, так и на Амазоне. То есть Nvidia Shield TV Pro отходит вообще очень далеко и надолго. Новых процессоров пока нет, а старые они уже не производят. Короче, как-то так. Да, к тому же отсутствие поддержки AV1, отсутствие поддержки HDR в YouTube и отсутствие поддержки HDR10 все-таки уже морально заставили немножечко устареть. Насколько бы он крутой не был и безпроблемный, но уже все, ребят. Время проходит, все когда-то пропадает. Канул в лету. Ну и черт с ним, потому что у нас с вами есть внетоповые места. И честно вам скажу, это вот у нас 3 стика. Это GD1 стик, это у нас Realme 4K стик и KD 4K стик. Объясню. Все 4 стика, они находятся в диапазоне 45-48 долларов. И я буду про них рассказывать как про один, скажем так, один стик. Почему? Потому что все эти стики, вот, например, Micool KD3 и Micool и Realme 4K, это одинаковые стики с сертификацией Google TV на iMlogic S905Y4 процессоре. Это Cortex A55 ядра. Конечно же, с сертификацией Netflix и с HDR. Dolby Vision нет. Есть здесь сертификация Dolby Audio. Здесь будут работать и Netflix, и различные там Sweet TV, Megogo, и все сервисы типа Prime Video, и все сервисы, которые требуют DRM-L1 и сертификацию, грубо говоря, наличие HDCP. То есть все это здесь есть. Но эти стики не актуальны, потому что есть намного интереснее стики за те же самые деньги. Да, и GD1, имея не Google TV, а Android TV, хотя он очень интересный вариант, но при этом с постоянным HDR, но с Dolby Audio и с сертификацией того же самого Netflix с очень неплохим Wi-Fi, он тоже, скажем так, уже нам не интересен. Формула памяти у Realme и у Micool KD3 2/8. У GD1 у нас формула 2/16, но это все равно их не спасает. Кстати, чтобы вы понимали, практически во всех сертификатах формула памяти 2/8, либо 2/16, это такая стандартная. Есть, конечно же, исключение, например, Nvidia Shield TV Pro, у него было 3/16, и есть чуть-чуть дальше другие варианты с более интересными формулами памяти на сертифицированном Android TV, или на Android, или на Google TV. Так вот, 5 место у нас это Vontar Hako Pro. Ну, Vontar вообще Hako Pro, и версию на текущий момент, сейчас я вам покажу, 4/64 можно взять на 65 баксов. При этом это полноценный сертифицированный бокс. Его можно взять 4/32 дешевле, можно 2/16, можно 4/32 найти, но этот ТВ-бокс интересен, опять же, полной сертификацией, тем, что это, опять же, S905Y4 процессор. И здесь хорошая формула памяти, сертификат Netflix, Chromecast есть, DRM-L1 для всех практически стриминговых сервисов. Очень нормальный, при этом это на Y4 бокс полноформатный, в котором есть LAN-порт. Смотрите, я делал обзоры, в котором есть LAN-порт, но у него есть один момент, у него постоянный HDR. То
То есть вот этот вот момент вам нужно учитывать. Ну, поэтому и 5-е место, в принципе, о чем мы говорим. У него, кстати, пульт, который может управлять Google устройствами. Тут такое себе. Не Google устройствами, а устройствами, например, громкостью, включением и выключением вашего телевизора с поддержкой AV1 кодека. Тут как бы все хорошо и прекрасно. Вот, нормальный ТВ-бокс за нормальные деньги. А вот у нас Micool KM2 Plus за 58 баксов, он стоит повыше. И повыше он стоит по одной простой причине, потому что это формула памяти 2/16, на секундочку. У него есть, опять же, сертификация Netflix. Все вот эти весь топ у нас со всеми этими сертификатами. Я больше не буду повторяться. Это полноценный бокс, и у него полноценный Amlogic S905X4. Не Y4, а X4. Нам здесь не нужно решать вопросы с подключением, допустим, LAN J45. Он поддерживает HDR10, HDR10 Plus и HLG, а еще и с помощью специального фикса можно влупить туда и Dolby Vision на постоянно. Есть даже Dolby Atmos, и это очень все хорошо и круто, и это заслуженное 4-е место, потому что нужно колупаться с фиксами. То есть вы его взяли из коробки, и нужно еще что-то там с флешки брать, апдейтить, и нужно, грубо говоря, идти в какие-то группы или идти в какие-то на какие-то форумы FOPDA и этим заниматься. $58, но очень неплохой вариант, очень классный ТВ-бокс. На 3-м месте у нас глобальная версия Xiaomi Mi Box S 2-я ревизия. Я вам объясню. Это тот ТВ-бокс, которым я сейчас постоянно пользуюсь. Конкретно я отказался от всех остальных. Он стоит дешевле 50 баксов. И это опять тот же самый Amlogic S905X4 полноценный. 2/8 формула памяти. У него есть USB-шечка 2. Через переходничок у меня где-то тут лежал. Ну, сейчас не могу показать вам. Через переходник, через USB-хаб. Где-то его спрятали, девочки. Через USB-хаб можно сделать LAN на J45. Хотя у него неплохой Wi-Fi 5 ГГц. И у него есть и Dolby Vision, и Dolby Atmos, и DTS. Правда, это Google TV, поэтому он на 3-м месте. И у него пульт управляет телевизором, включением, выключением и громкостью, что тоже очень неплохо. И вот его отличает от других Android TV устройств сертифицированных, это именно наличие вот этого самого DTS в лицензии. То есть есть те сервисы, которые используют DTS, и это очень-очень прекрасно. Тоже 4К 60 FPS, все поддерживает, все хорошо, все отлично. Я пользуюсь не на радость. Вот серьезно вам говорю, даже играю в некоторые игры на нем. А на 2-м месте у нас находится Xiaomi Mi TV Stick 4K. Многие из вас спросят: Бабов, а как так? Дело в том, что Mi Box у нас на 3-м, у него 905X4, а здесь Amlogic S905Y4. Это, скажем так, энергоэффективный для стиков проц, но он находится на 2-м месте. Я объясню, он практически идентичен к Xiaomi Mi Box S. Да, здесь нет USB-порта, но он реализуется опять же через тот же самый хаб. Но здесь есть одна отличительная классная особенность. Это вместо Google TV здесь полноценный Android TV 11. И что самое интересное, здесь будет работать и голосовой поиск глобальный, и будет работать все остальные плюшки Android TV с перемещением каналов, да, вот этих вот каналов рекомендаций. То есть и это Android TV, поэтому заслуженное 2-е место. И при этом он имеет и Dolby Vision, и Dolby Atmos, и DTS. Все точно так же. И тот же самый пульт, которым можно управлять устройствами вашего, допустим, сетапа. Это телевизором, там, либо громкостью, включением, выключением. Вот так вот. То есть там можно инфракрасную кнопочку назначить. Но на 1-м месте я сейчас ставлю Micool KM2 Plus Deluxe. Он, во-первых, уже появился в продаже на предзаказе. Преордер 128 баксов. Он подешевел конкретно, потому что он был в первом предзаказе 156. Это формула памяти 4/32. Это Wi-Fi 6. Это LAN J45 на 1000 мегабит. Это опять же тот же Netflix, Dolby Atmos. Мало того, это Dolby Vision и это сборочка Skyward. Это далеко не... Сейчас я вам покажу. Вот он такой красивый. Где? Вот он такой красивый. Это далеко не Videostrong, который раньше для Микулов делал ТВ-боксы. То есть у него даже есть AV. Я не знаю, зачем там ER, это усилитель инфракрасного удлинитель. Есть 2 USB-порта, разъем для microSD карт. То есть это полноценный TV-бокс, но с поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos, на полноценном Amlogic S905X4 процессоре. И плюс еще с управлением умным домом, с полноценным ассистентом, но правда это Google TV. С Chromecast и со всеми остальными плюшками. Советую, очень советую именно этот вот TV-бокс. Очень крутая тема.
у меня был, отправил после некоторых доработок, и когда получу полноценный уже, я ритейл-версию, я выпущу обзор, но я вам это не говорил. Да, договорились, никто ж не узнает, да, это ж только вот между нами. Первое заслуженное место. Ну а с вами был Бабл, все ссылки в описании под видео, на канале Технозон. Пока.